Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему вам не везет в любви? Давайте-ка будем вместе разбираться. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим. Что у вас происходит? Что вы за человек? У вас сейчас состояние одиночества, но одиночество из-за женщины. Вот женщины, которую вы любили всем сердцем и душой. С женщиной, скорее всего, вот проигрывается измена была, предательство, да, очень такая женщина была яркая, активная, очень страстная, женщина, мимо которой просто не пройдешь. Вот, ну, было в ней, знаете, какая-то то ли внешняя привлекательность. Очень тяжело вы переживали, либо же до сих пор переживаете вот этот вот момент разрыва, да, момент, когда ее просто нет рядом с вами, потому что вы очень сильно любили, и вам тяжело вот именно этот разрыв дался. У кого-то до сих пор может проигрываться как наваждение, да, что вы не можете никак ее выбросить из сердца, несмотря на то, что она сделала вам больно, да, но не можете вы ее забыть. Так, что еще у вас в жизни? Так. Вот больше печали, да, вот печали от того, что, знаете, печаль от обманутых надежд, от того, что все пошло не так, как вы планировали, да. Допустим, вы хотели с одной до конца жизни прожить, там, семья, дети и так далее. Любовь, счастье, взаимность, все пошло не так. Даже, может быть, у вас иногда были такие мысли, что хочется уехать куда-нибудь, ну, на край земли, только подальше бы от того места, вот где вы были с ней, да. Может быть даже так, что когда вы проходите ну, по каким-то местам, где вы вместе гуляли, допустим, где вы ходили, проводили время, и когда сейчас вот вы там проходите, ну просто, ну сердце сжимается, да, вот какие-то кошки скребут на душе, ну тяжело вам именно вот морально, тяжело от воспоминаний. Вы можете также просматривать фотографии, переписки. Некоторые из вас могут следить там в соцсетях, в мессенджерах. Просто вот вы не можете до сих пор разорвать вот эту связь. Связь какую-то вот ментальную, да, энергетическую связь с вашей прошлой женщиной. Ну, уж очень сильно вы ее любили, потому вы до сих пор не можете ее выбросить из сердца, из души. Так, смотрим. Давайте-ка разбираться, ребят, почему же вам не везет в любви. Давайте, такая сегодня сложная философская тема у нас будет. Так, знаете, вот один из моментов, почему вот вам не везет. Потому что уж слишком сильно вы по жизни стараетесь, вот, ну, старались, да, кто-то для своей женщины. Да, это хорошо, это замечательно, когда стараешься ради любимого человека, что-то делаешь, помогаешь, да, зарабатываешь деньги. Я знаю много таких историй, когда мужчины и на заработки ездили, когда мужчины там на нескольких работах впахивали просто для того, чтобы женщине шубу купить, там, я не знаю, золото, бриллианты и так далее. Ну, то есть все ее хотелки удовлетворить. Вот приблизительно так и вы как-то вот жили, да, вы растворялись в своей женщине. Ну, либо же, если это у вас не первый развод был, то, возможно, даже не один раз, вот вы как-то, ну, отдаетесь полностью. И я вот я не устаю просто повторять в своих видео. Так нельзя, понимаете, ребят. Это одна из ваших основных ошибок. Вот ошибка в том, что когда два партнера сходятся, да, вот должны как-то все делать, ну, в унисон, да, должны, ну, поровну, что ли, и отдавать и заботу, и внимание, и ласку, и так далее. Игра в одни ворота никогда ни к чему хорошему не приведет.
Понимаете, когда вот вы растворяетесь в партнере, как правило, ну, со временем это перестает цениться. Это уже человек начинает воспринимать просто как должное. Вот этого эффекта вау, ну, не будет, ребят. Никогда нельзя забывать о себе. Я не говорю, что нужно стать эгоистом, там жить для себя только. Нет, но нужно как-то дозированно, да, и для женщины. А женщина, соответственно, для мужчины, в свою очередь, должна жить, да. Но никогда партнеры не должны забывать и о себе любимом, о своих каких-то желаниях, хотелках, о своих, может быть, хобби каких-то, да, о том, что вам хочется, вот просто здесь и сейчас, да. А мы, как правило, вот когда человек влюблен, то о себе забываешь, ну напрочь забываешь. Да, это кажется вроде бы двой, классно, так супер, да, но на самом деле это не совсем уж супер, если разобраться. Потому что если вы забываете о себе, вы себя тем самым обесцениваете, понимаете? Нужно не забывать и развиваться, да, может быть, в каких-то своих вот предпочтениях. Кто-то ходит своим хобби занимается, кто-то просто разносторонне развивается. Даже если вы будете книжки читать и видео смотреть, но вы будете это делать, когда вы хотите, понимаете, и будете делать там либо же видео какие-то смотреть познавательные, но вы будете это делать то, что вам нравится, да, а вы растворяетесь по жизни, так нельзя делать. Ну, как правило, не ценится, когда мы растворяемся в партнере. Ну, не ценится, ребят. Ну, как это печально не звучит, да? Вот даже сейчас, может быть, вот я вам рассказываю, да, уже охрипла немного. Смотрите, какая ситуация получается. Когда человек растворяется в другом, да, тот начинает пользоваться, начинает ведь веревки, начинает думать и говорить, да куда он денется, да он меня любит, я вся такая звезда для него, единственная, неповторимая, да, и начинают чудить, ходить направо, налево, да, начинают, ну, то есть унижать человека, а он же никуда не денется, ну, перетерпит, да, тем более, если женщина знает ваш, допустим, мягкий характер, она будет просто, ну, за ниточки дергать, а вы будете, ну, как дрессированный. Вот дрессированная собачка, да, вот извините за такое сравнение, вы будете просто, вот пудель Артемон, исполнять все ее хотелки. Она будет пользоваться. Женщины начинают тогда унижать, оскорблять мужчин. Они делают все, что хотят, и говорят, да он никуда не денется, он меня любит. Понимаете? А когда вот она увидит, допустим, что она что-то учудила, вы взбрыкнули. Смотрите, как получается, да, ну вот для примера, чтобы вы поняли. Нужно всегда давать понять партнеру, что у вас есть свое мнение, своя точка зрения по любому поводу. Я не говорю, что нужно спорить, скандалить. Нет. Всегда говорите, что вам не нравится. Всегда говорите, что нравится, что бы вы хотели, что не хотели. Партнер должен чувствовать, слышать вас, да? Если, смотрите, допустим, женщина один раз вас, я не знаю, там унизила, оскорбила, вы спокойно можете сказать, что больше так не делай, да? Мне это неприятно, мне не нравится, со мной так нельзя в конце концов. И в следующий раз она уже подумает, стоит ли с вами так себя вести или нет. Конечно, если она опять это сделает, значит ей плевать просто на вас 100%. А вы сейчас думаете, ребята, и анализируете, как вы жили раньше, да? Что вы позволяли. Я думаю, это вам поможет много чего понять. Когда вы себя ставите, да, вот ставите как бы, ну не то, что выше других, но вы показываете, вот, что со мной так нельзя, то люди уже не будут так борзеть, как они борзели. Понимаете как? А так она увидела, допустим, раз она вас там унизила, обидела как-то, вы это стерпели, потому что вы любите. Она второй раз это сделает, можете быть уверены, и второй, и пятый, и 10-й раз. Она будет и дальше унижать и оскорблять. Это я вам говорю так, на перспективу, на будущее, чтобы вы уже не делали этих ошибок в дальнейшем.
Вы на самом деле, вы очень такой вот, вы интуитивный человек, вы чувствуете людей. Вы, в принципе, я вам скажу, вы чувствуете даже, когда женщина охладевает к вам. Ну, как правило, если люди, тем более, давно живут вместе, то они уже чувствуют охлаждение, да, когда женщина становится не такой заботливой, не такой внимательной, когда вот эти все отказы в интиме, у меня голова болит, я устала и так далее. Да, понятно, иногда может голова болеть, но когда это уже в систему входит, это понятно, что, ну, как бы человеку вы не интересны как минимум, понимаете? То есть вот это ваше растворение, это основная ваша ошибка. Сейчас мы еще посмотрим, может быть, еще что-то вы делали не так в своей жизни, да, что вот, ну, какие-то ошибки, может быть, совершали, что приводит вот к таким плачевным результатам. Ну, конечно, вы даже, я вот вам скажу, допустим, многие из вас вот даже отдавали деньги, зарплату, кто-то до копейки отдавал женщине, кто-то почти все отдавал, да, ну то есть вы настолько растворялись, вы даже финансы, которые вы себе заработали, ну не себе, а конечно же, это семейный бюджет, но тем не менее вы настолько это все отдавали, да, вы боялись, может быть, даже лишнюю копейку на себя потратить. Ну, это тоже, ребят, ну так не делают, ну не делают так, нужно всегда какую-то денежку, может быть, отложить, да, ну на всякий случай, как я говорю. Может быть, вы захотите, опять же, подарок какой-то ей купить, может быть, вы заболеете, там еще что-то, да, но нельзя полностью все отдавать до копейки. Причем я вам скажу, знаете, секретный секрет, может быть, кто-то этого не знает, женщины, как правило, ну, не говорят своим мужьям, сколько они зарабатывают. Ну, настоящую свою зарплату не говорят. Они всегда преуменьшают. Это такой маленький секрет я вам выдаю. Вот они такие всегда бедные и несчастные, они мало зарабатывают, да? А может, кто-то еще и подрабатывает, но они вам этого не скажут. Я не говорю, что прям 100% женщин, но многие так делают. Я знаю это и по своим знакомым, по клиентам. Я знаю массу историй, когда мужья думают, что женщина получает там минимальную зарплату копейки, а на самом деле она в 2 раза больше имеет, но она тратит для себя это все. Ну, заначка такая своего рода, понимаете? Так, смотрим еще, что вы натворили, ребятушки, ребята. Да, вот. Но вот основное, что мне говорит, да, вот расклад, что мне Таро говорит, это то, что вот вы, ну, слишком щедрый. Вот вы по жизни, вы очень щедрый. Да, это хорошо, это классно, это суперски, что вы щедрый мужчина, да. Но вы настолько вот щедрый даже тогда, когда не нужно этой щедрости. Вот настолько, знаете, когда вот вы готовы последнее отдать, вот если вы любите. Но нужно все равно как-то это дозировать, ребят. Это на будущее я вам рассказываю, да? Конспектируйте, кто не запомнил. Либо же видео просматривайте, до дыр просматривайте. Плюс еще такой момент, вот то, что я говорила, вы не можете дать отпор. Вот вы, знаете, вот вы еще, может быть, такой человек, который по жизни, либо вы не умеете, либо вам тяжело сказать слово «нет». Вам тяжело отказать, тем более отказать вот любимому человеку. Но это очень тяжело. Нужно, вот даже кто не умеет, учитесь, хоть и сейчас, в 50, в 60 лет, сколько бы вам ни было лет, учитесь говорить слово «нет». Это очень полезно иногда, и люди не будут борзеть до такой степени, как они борзели с вами раньше. Вот, ну не умеете вы как-то отстаивать свои границы, вот границы ваши, понимаете, должно быть свое какое-то личное пространство. Я как психолог вам говорю, у любого человека должно быть свое личное пространство. Это потребность нашей психики любого абсолютно нормального человека, да. Потребность, пусть это будет какие-то ваши 2 метра, да, вы где-то уединитесь, закроетесь, но вы будете делать то, что вы хотите. А вы по жизни как-то делаете, ну для других вы делали все. Вы по большей степени, ну вы забывали о себе. Даже если, знаете, вот такой момент еще может проиграться, что вот вы
Может быть, иногда там что-то сделали для себя, либо купили даже себе что-то. Пусть даже недорогое. Вас потом, может, даже совесть мучала, что вы на себя потратились. Деньги, время потратили, да? Вот вас как будто совесть мучает. Так нельзя, ребят, так нельзя. Любите себя. Вот я призываю. Это я говорю и мужчинам, и женщинам. Я знаю, что мои расклады смотрят и женщины. Я это все прекрасно знаю. Поэтому я всем говорю, нужно всегда любить себя. Всегда нужно начинать с себя. Все начинается с нас. Когда вы будете любить себя, вас будут любить окружающие. Это вам скажет абсолютно любой психолог. Это все очень взаимосвязано, ребята. Когда вы умеете говорить «нет», когда вы умеете заниматься какими-то своими делами, вы умеете находить время на себя, тогда к вам относятся более уважительно, вас любят, понимаете? Не растворяйтесь никогда на все 100%. Да, это все шикарно, это замечательно, да, хочется для любимого человека все делать, но дозированно, ребята. Я вас не призываю быть грубиянами, ни в коем случае нет, но дозированно, только дозированно. И вы тогда увидите, настолько вот поменяется отношение к вам, насколько вы будете себя чувствовать увереннее даже с женщиной. Понимаете? Вот это касается, кстати, не только отношений, это касается везде, на работе, с друзьями, да с кем угодно. На работе даже на вас подняли голос, вы говорите, а почему ты со мной так разговариваешь? Да, я тоже кричать умею. Больше не разговаривай со мной так. И все, вы ставите человека на место. Без криков, без скандалов. Вы просто ставите на место и показываете, что с вами так нельзя. А вы так не делаете по жизни, к сожалению. Ну, ничего, учиться будем, значит, под моим четким руководством будем учиться, в каком бы возрасте вы ни находились. Так что, ребята, основная ваша ошибка, уж слишком сильно вы растворяетесь и не умеете говорить слово «нет». Вы слишком по жизни, слишком вот, ну, безотказные, что ли. Ну уж слишком вы безотказные, понимаете? Вот вы живете для женщин. Посмотрите, у нас одни пентакли. Вы раздаете, вы отдаете, какая бы сумма ни была, вы отдаете это все женщине. Вы живете, вот знаете, как будто вот для женщины, забывая о себе. Вот такой был расклад, довольно такой философский, философско-психологический расклад был, да, уже охрипла просто. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!